Привет, путешественники! Всем привет! Ну что, это 50-й выпуск. Ничего себе, 50 выпусков уже выпустили. Пикар Travel Show. И мы возвращаемся в город Ничанг. Но прежде чем начать, по традиции поздравим нашего победителя. Вот его комментарий. Хотите точно так же, обязательно пишите свой комментарий под этим видео. И может быть именно вы в следующий раз станете победителем и отправитесь в бизнес-лаунж. Ну или просто забронируйте по ссылке в описании и тоже пойдете. Ну что, полетели! И сегодня нас ждут такие отели, как Aqua Hotel & Spa, Fuji Boutique Ничанг Отель, Alibaba Отель NT, Ригель Отель и Радсан Ничанг Отель. И встречает нас Aqua Hotel & Spa. Ну, это просто трэш-отель. Давно я такого не видел. Прямо с ужаса начать наше путешествие, это было крейзи. Одни эмоции от этого отеля, и говорить очень сложно. Начнем с того, что довольно сложно было найти сам отель, а потом оказалось все просто. Название указано спа. Ищите массажный салон, называется. В принципе, все бы ничего, но из таких мелочей сложилась не очень приятная картинка, когда пришлось полностью переубирать номер с нуля. Помимо того, что у нас был номер без окна, ну, бывает, что нормальные попадаются отели с хорошими номерами, даже без окна можно приятно провести время, а здесь как-то было не очень. Пошел смотреть, как обычно, снимать нашу комнату, в которой мы останавливаемся. Ну, посмотрел, белье грязное, ну, не проблема, как бы сходит, поменяет и все. Я прихожу, говорю, поменяйте. Нам говорят, нет, мы вам поменяем номер. Я говорю, ну, хорошо, меняйте нам номер. Прихожу в другой номер, там та же самая проблема. Постельная, не свежая. Прошу менять. Она говорит, мы вам снова поменяем номер. Я говорю, ну, давайте меняйте на третий раз. Это просто, ну, уже пипец, когда ты в третьем номере грязная была постельная. Я говорю, не, давайте, вот тут вроде вот это вот нормально, вот эта часть нормальна, а вот это вот замените. Привела уборщиц, горничных, которые начали фыркать. Я говорю, ну, раз вы так, я говорю, давайте отодвинем кровати. Отодвигаем кровати, там какие-то заколки валяются, и просто реально толстенный слой пыли. Туда ни разу никто не заглядывал. Давайте раздвинем кровати, посмотрим, что за ними, под ними. И в итоге пришлось убирать полностью номер, я помог им раздвинуть, подвинуть. Ну, они хотели еще за это деньги, кстати говоря, а начальник сказал, да, мы уберемся номер, как вам надо. Я говорю, то есть вы сдаете грязные номера, что ли? Он говорит, нет, нормально, мы вам бесплатно уберем. Ну вот убирали бесплатно номер, но реально было не очень приятное впечатление. Находится на первой линии. Просто эту дорогу перейти, вы уже на пляже будете. И расположение у него удачное, в туристической зоне, все в пешей доступности. Но из-за вот таких каких-то маленьких нюансов, в том числе, что хозяин отеля говорит, что уборка будет произведена за дополнительную плату. Как-то странно очень. Но потом все разобрались, все друг друга поняли. Если по рекомендации, то берите здесь, естественно, номер с видом на море, отличный вид, приятно. Но будьте готовы, чтобы попросить заменить постельное белье и убраться. Так, в целом неплохо, свежий ремонт. Главное, уборка, и тогда будет хорошо. Пока уборки не будет, я вам поставлю, наверное, 6. Можно было 7, но поставлю 6 из-за отношения вот этого и платной уборки, которую хотели нам было вздрючить. Поэтому не. А ребят, 6, но перспектива может быть хорошая, если начнете убираться лучше. Я здесь на 7 остановлюсь. Снижу несколько баллов как раз за уборку и за какое-то непонятное поведение при заселении. И перемещаемся мы в Fuji Boutique Ничанг Отель. Не очень-то и далеко, но уже не на второй линии, а внутри между первой и второй, в таком закуточке. Но прямо очень все хорошо, все красиво. Отель открылся буквально месяца 2 назад, перед нашим заездом. Приятно очень находиться. Берите номера с окнами, все чисто по сравнению с предыдущим отелем. Это, конечно, небо и земля. Приятно есть халаты такие в японском стиле, ну и как и весь сам отель. У вас есть подиумы, на которых вы спите, то есть не на кроватях. Ну, хотя есть в некоторых номерах кровати, но вот у нас был такой номер с подиумом, на котором лежат матрасы. Было интересно, такой классный экспириенс. Мы с удовольствием второй раз в этом отеле тоже уже перед отъездом заселились, когда у нас был не очень хороший отель, прям, ну, вообще крэш. Мы даже там сказали спасибо, но мы пойдем в другой отель. И вернулись сюда, здесь еще прайс стал выгоднее, интереснее. За свои деньги прям шоколадно. Да, такой отель чисто в японском стиле.
спите вы на матрасах, которые лежат на подиумах, и все время ходите по таким ступенечкам деревянным, поднимаетесь, спускаетесь, поднимаетесь. Хорошие родные номера. Ну, в нашем номере, в частности. Такая хорошая тренировка. Единственный момент, нету штор blackout, то есть вы будете просыпаться рано утром, завтраков нету, бассейна нет, спортзала нет, но рядом есть море, чтобы покупаться, рядом есть рестораны, кафе, куда можно сходить, позавтракать, пообедать, поужинать. Также массажные салоны, все в пешей доступности, там до 5-10 минут прогулочным шагом. Ресторан планируется, поскольку место уже заложено под него. Сказали, пока нету, поскольку только открылись. Но в дальнейшем откроют, мне кажется, каким-нибудь с японским стайлом ресторанчик, плюс завтраки будет. Я здесь оценю прям на 9, мне реально очень понравилось, и за свою цену прям, говорю, классно. Аналогично тоже ставлю 9 баллов здесь. Перемещаемся мы в Alibaba NT. Итак, это еще один отель Ничанга, небольшой, больше на хомстей похож даже, чем на отеле. Ресторана нету, бассейна нету, фитнеса нету. И реально хорошо здесь на долгий срок остановиться, тихий закуточек. Мне прям понравилось. Я бы с удовольствием еще туда приехал. Но брать лучше с видом на город, на горы. Там реально красиво. То есть и вид красивый у вас будет из окна. Ну, прям приятно. И номер побольше. Бассейна нет, спортзала нет и завтраков тоже. Но расположение гарантирует то, что вы можете в море купаться, дойти до моря буквально там 7-10 минут прогулочным шагом. И кафе, рестораны, торговый центр тоже рядышком. Сколько ставишь? И здесь 8 поставлю. Я соглашусь, 8 хороший здесь вариант. С удовольствием вернусь. За свой прайс тоже отлично. И перемещаемся мы в Ригель отель. Отель популярный среди русских, казахов, именно пакетные туристы. И, в принципе, неплохо за свой бюджет. Там что-то 1300-1700 с завтраками. Прям отлично. Сами номера все свежие, все новые, за ними следят. Бассейн есть небольшой, покупаться можно, лежаки есть. Есть небольшой магазинчик при отеле. Завтраки есть, но такие скромненькие, но рядом, опять же, кафешки все спасают. Матрасы постельные, чистые, удобные. Приятно находиться. Мы жили в Family Room. У нас было 2 комнаты, плюс залы. Прям прикольно. Единственный нюанс, холодильник плохо открывался, и в другую сторону не очень было удобно. Но это прям придирки такие в холодильнике. Ну, я молоко храню, да, для кофе. Расположение тоже находится в пешей доступности. Чуть-чуть подольше уже надо будет пройтись, чем от Алибабы. Все тоже в пешей доступности до центра. Там 5-10 минут пешком дойти. До какого центра 5-10 пешком? А до какого центра? Не знаю, до какого ты говоришь центра? В сторону Лотоса и... Ну, и не 5-10 минут, ты что? Там 10-15? Ну, там, мне кажется, тебе полчаса. Нет. От Винплаза сколько до Лотоса идешь? Минут 10. Ну, так и здесь еще минут 10 добавляй примерно. Ну, Ну, того 20 минут. хорошо. Счетовод. До центра где-то 20-25 минут прогулочным шагом. Мне единственное не очень понравилось, в каком состоянии был бассейн. Здесь уже надо немножко подшаманить, там как-то все было потерто уже, покрытие какое-то было старенькое. Завтрак вьетнамский, побольше овощей, меньше мяса. А так, в принципе, достойный вариант для отдыха на недельку, на пару дней. Ну, за свою цену прям отличный вариант. Берите с видом на горы, не промахнетесь. Ну, единственный нюанс, если вы берете низкий этаж, у нас был 2, там мусорку видно. Но если не приглядываться низко, то все отлично. Горы прям классные. Я здесь твердую 8 поставлю. Я соглашусь, 8 прям хороший вариант. И завершаем мы обзоры Red Sun Ничанг отелю. Я сколько раз ходил мимо него, думал какой-то маленький небольшой отельчик. А оказалось, у них на 5 этаже находится бассейн, если я не ошибаюсь, или 5 или 7. И не видно было, что дальше у них находится башня, чуть ли не 20 этажей. Я такой, офигеть. Оказывается, тут большой и хороший отель. За ним отлично следят. Очень хорошие номера. В таком немножко вьетнамском стайле есть моменты. Но прям все содержит хорошо. Я был в нескольких номерах. Есть большие, очень хорошие. Прям, ну, я не знаю, там в футбол можно играть в этих номерах. И там стоит посредине стол, телевизор и кровать. И все. И номер пустой, по сути. Вот играй в футбол. Ну, прикольно. Даже вот в маленьких номерах, мы были в небольшом номере жили, есть балкончик, вид есть на море, есть город. Классно. Я бы с удовольствием порекомендовал. Завтраки хорошие, бассейн есть массажный салон. Отель находится недалеко от отеля Ригель. В принципе, достойный вариант
вся мебель в таком в красном дереве, вьетнамском стиле. Было довольно комфортно находиться в номерах. Завтрак, не скажу, что разнообразный, но наесться можно. Ну, Было просто всё спать надо не до обеда, Влад. Ну, 8-9 утра я ходил на завтрак. Я ходил, когда открылся. Было есть что поесть и нормально. Говорю, что я как бы нету еды. Я говорю, что можно наесться просто разнообразие, как там в пятизвездочных отелях не жри. Ну, ты сравнил, конечно, пятизвездочный отель и данный отель. Ну, вообще, матрасы. Средней жесткости, я бы сказал. Спортзал есть, но такой простенький. Есть сауна и хамам, но за деньги можно сходить. Я здесь, наверное, 8 тоже поставлю. Мне понравилось, я бы здесь еще раз остановился, я бы поставил здесь 9. До моря буквально через дорогу, можно сказать, перейти. Рядом находится Смак, кафешка, в которой я регулярно хожу, это любимая. Не забывайте, все отели мы бронируем по ссылке в описании, но, естественно, в нашем приложении. Кстати, если вы там забронируете, то обязательно станьте участником нашего новогоднего розыгрыша. Чем больше бронирований либо авиабилетов, либо отелей, тем больше шансов на победу. Бронируйте отели и авиабилеты на нашем сайте и в нашем приложении. А в нашем телеграм-канале вы узнаете как раз про интересные приложения, как авиабилетов, отелей и экскурсии и распродаж. Много всего интересного. Ну что, давай составим наш топ-5 отелей Ничанга в этом выпуске. Давай составлять. У меня на первое место пойдет Red Sun. Мне прям реально очень понравилось. Хорошее расположение, кафешки рядом, море близко. Затем я поставлю Fuji бутик Ничанг, потому что новый отель, приятно находиться, все чистенько, все хорошенько, прям все классно. Затем я бы поставил Ригель отель. Он уже тоже местами после реновации, но есть моменты, тут же завтрак, на который хотелось бы получше, но за свои деньги отличный вариант. Затем поставлю Алибаба. Интересное расположение, чисто хорошо, комфортно находиться. И завершу так сказать, спа-отелем Аква, который пока я бы не рекомендовал. Если проведут генеральную уборку и будут поддерживать чистоту, то отлично. То есть можно туда заезжать, первая линия. Я тоже начну с Red Sun отель Ничанг. На втором месте у меня будет Ригель отель. А на третье я ставлю Fuji бутик Ничанг. Потом мне идет Алибаба. И завершаю я Аква отель and Spa. Ну а как отправишься в нашу недельку? А недельку я начну с Red Sun, затем я перемещусь в Ригель отель, потом я заеду в Fuji бутик отель и завершу Алибаба. В Аква я даже бы не заезжал бы. Ну, Аква я бы тоже пока вычеркнул из списка на данный момент и справиться включим. В принципе, неплохой, но на будущее. Здесь, в принципе, расположение может быть любым. Отели находятся в одной и той же локации, рядом море, плюс-минус там 5 минут пешком от одного от другого отеля. Рядышком те же кафешки, тот же супермаркет недалеко везде. Поэтому здесь в любом расположении вы будете в выигрыше. Напоминаем, что все отели мы бронируем на нашем сайте и в нашем приложении, так что бронируйте и вы. Ну что, на этом все. 50-й выпуск наш закончился. Поздравьте нас в комментариях, поставьте лайк, что вам нравится то, что мы делаем. И участвуйте в нашем розыгрыше прохода в бизнес-лаунж. Пишите комментарии, и, может быть, именно вы в следующем выпуске станете победителем. До скорых встреч. Пока-пока. Пока.